Я проанализировал 30 ранних писем Александра Пушкина из собрания сочинений 1899 года и готов поделиться с вами законами юности великого поэта. Закон первый. Не бойтесь личностных парадоксов. Пушкин еще с детства любил примерять на себя роль антагониста в противовес поэтическому миру. В 16 лет Пушкин писал Вяземскому: «Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая. Назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и в тишину». При детальном рассмотрении письма оказывается, что Пушкину не просто наскучил лицей, а что именно в этот период жизни у него начал формироваться свой индивидуальный философский конфликт, который есть у каждого писателя. Впоследствии Пушкин будет противопоставлять исторических деятелей их эпохам, личности их положению, времена года, эмоциям и чувствам, которые они вызывают. Это дает нам основание причислять Пушкина к первым русским экзистенциалистам. Закон второй. 21 век – век поэтов. В 1820 году Пушкин в очень насыщенном колкостями письме Вяземскому писал насчет неизвестного друга следующее: «В нем та же авторская спесь, те же литературные сплетни и интриги, как и в прославленном веке философии. Тогда ссора Фрерона и Вольтера занимала всю Европу, но теперь этим не удивишь. Что ни говори, наш век не век поэтов». После чего добавляет: «Круг поэтов делается час от часу теснее. Скоро мы будем принуждены по недостатку слушателей читать свои стихи друг другу на ухо». Несмотря на ироничность письма, эти цитаты на деле являются вкраплениями куда более ярких красок. Красок сомнений в эпохе, свойственных каждому человеку, которому под силу изменить мир. Пушкин сомневался, а значит, не уничтожал устои мироздания, а искал направление для более гуманного развития, в котором сочетается человеколюбие и стремление к красоте. Как писал однажды Вольтер, человечество шаг за шагом делается все утонченнее. И Пушкин продолжает эту традицию просвещения, адаптируя ее перед новыми вызовами. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, чтобы узнать больше интерпретаций великих поэтов.